Мотоциклы класса Tour Enduro с каждым годом становятся все более популярными, причем эта тенденция наблюдается по всему миру. Поэтому все производители пытаются урвать кусок пирога мирового рынка, выпуская множество различных моделей. В сегодняшнем выпуске я собрал 30 новых туристических эндуро различных классов, которые продаются в 2023 году. Начнем мы с самых больших представителей этого класса. Открывает выпуск Triumph Tiger 1200 Rally Explorer, который имеет 1160-кубовую тройку с Т-образным коленвалом и вспышками 180, 270 и снова 270 градусов, которая выдает 150 лошадиных сил на 9000 оборотов в минуту и 130 ньютон-метров крутящего момента на 7000. В снаряженном состоянии мотоцикл весит всего 261 кг, и это с учетом 30-литрового бака. Подвеска везде имеет ход 220 мм. Высота по седлу регулируется от 870 до 890 мм. Карданный привод. Цена от $24 200. BMW R1250 GS Adventure. Его оппозитный 1254-кубовый двигатель с системой изменяемых фаз газораспределения Shift Cam выдает 136 лошадиных сил максимальной мощности и 143 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса составляет 268 кг с учетом 30-литрового бака, который обеспечивает просто сумасшедший запас хода при заявленном расходе топлива в 5,5 литров на 100 км. Здесь, естественно, карданный привод. Ход подвески составляет 210 мм спереди и 220 мм сзади. Высота по седлу 890 мм. Цена в Германии от 20 тысяч евро. Harley-Davidson Pan America. Сердцем мотоцикла является 1252-кубовый двигатель V-Twin Revolution Max с жидкостным охлаждением и регулируемыми фазами газораспределения. Силовая установка выдает 152 лошадиные силы максимальной мощности и 128 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 245 кг. Ход подвески 190 мм на обоих концах, клиренс 210 мм. Высота по седлу регулируется от 850 мм до 890 мм. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Запас топлива составляет 21 литр. Цена от $17 700. Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports, которая отличается от базовой версии алюминиевым задним багажником, высоким стеклом с пятиступенчатой регулировкой высоты, увеличенным топливным баком почти до 25 литров и электронной подвеской Showa, ход которой 230 мм спереди и 220 мм сзади, клиренс 250 мм, высота по седлу 870, снаряженная масса 240 кг, а с автоматом DCT 250. Рядная 1084-кубовая двойка выдает 102 лошадиные силы на 7500 оборотов в минуту и 105 ньютон-метров крутящего момента на 6250 оборотов в минуту. От 0 до сотни Africa Twin разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость около 220 км в час. При этом средний заявленный расход топлива составляет всего 4,7 литра на сотню. Цена в Японии стартует с отметки в 1 947 000 йен. Это по нынешнему курсу $13 300. Цена в Европе и США уже около $18 000. Самый внедорожный тур-эндуро KTM 1290 Super Adventure R. Мотоцикл оснащается 1301-кубовым V-Twin LC8, который выдает 160 лошадиных сил максимальной мощности и 138 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла составляет 221 кг. Естественно, никакого кардана. Плюс 23-литровый бензобак, который состоит из 3 частей, 2 из которых расположены ближе к центру тяжести мотоцикла. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Ход подвесок 220 мм, клиренс 242 мм, высота по седлу бескомпромиссная 880 мм. Цена на официальном сайте стартует с отметки в 24 000 евро.
Suzuki V-Strom 1050 DE Adventure, который обновился в этом году. Мотоцикл получил 21-дюймовое переднее колесо и увеличенный ход подвески 170 мм спереди и 160 мм сзади. Дорожный просвет 190 мм. Сердцем внедорожника является 1037-кубовая L-образная двойка, которая выдает 107 лошадиных сил на 8500 оборотов в минуту и 100 Нм крутящего момента на 6000. При снаряженной массе в 252 кг V-Strom 1050 Adventure от 0 до сотни разгоняется чуть больше 4 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Высота по сидению 880 мм. Цена на официальном сайте 1 716 000 йен, это 11 700 долларов. Yamaha XT1200Z Super Tenere. Он имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1199 кубических сантиметров со знаменитой технологией Crossplane. Он настроен на мощную тягу с самых низов и выдает 112 лошадиных сил и 117 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км, что обещает неплохой запас хода при баке объемом 23 литра. Снаряженная масса составляет 261 кг, ход подвески 190 мм и спереди и сзади, клиренс 205 мм. Высота по седлу регулируется от 845 мм до 870, цена начинается от 16 300 долларов. Далее идет новинка этого года Ducati Multistrada V4 Rally, которая оснащается двигателем Ducati V4 Gran Turismo с обратным вращением коленвала. Итальянцы отказались от десмо-привода в пользу клапанов с пружинами. 1158-кубовый мотор производит 170 лошадиных сил максимальной мощности на 10 500 оборотов в минуту и 125 Нм крутящего момента на 8750 оборотов в минуту. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 260 кг. Подвеска с обеих сторон имеет ход 200 мм, клиренс 230 мм. Минимальная цена у себя на родине 27 500 евро. Husqvarna Norden 901. Новинка от Husky основана на платформе 890 Adventure от дочернего бренда KTM, которую, конечно же, немного переработали. 889-кубовая рядная двойка выдает 105 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 223 кг. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров топлива. Цена на официальном шведском сайте базовой версии 159 тысяч шведских крон. Это 14 700 долларов. Версия Expedition стоит уже 15 700 долларов. На официальном российском сайте за базу сейчас просят сумасшедшие 2 099 000 рублей.
Еще одна новинка этого года — MV Agusta Lucky Explorer Project 9.5, которая является самой мощной в классе. Мотоцикл оснащается трехцилиндровой силовой установкой объемом 933 кубических сантиметра. Она выдает 124 лошадиные силы на 10 тысячах оборотов в минуту и 102 ньютон-метра крутящего момента на 7 тысячах. Средний заявленный расход топлива 5,6 литра на 100 км. Максимальная скорость 240 км в час. Сухой вес 208 кг плюс 20-литровый бак. Высота по седлу регулируется от 850 до 870 мм. Цена от $17 тысяч. На шестом месте Yamaha Tenere 700 World Raid. Его рядная 689-кубовая двойка Crossplane от MT-07 выдает 73 лошадиные силы максимальной мощности и 68 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 220 кг. Средний заявленный расход топлива составляет всего 4 литра на 100 км. Модификация World Raid получила двойной топливный бак общей емкостью 23 литра, регулируемый рулевой демпфер Öhlins и подвески с увеличенным ходом. Отсюда и высота по седлу 890 мм. Цена от $12 тысяч. Апреля Touareg 660. Мотоцикл оснащается рядной двойкой объемом 659 кубических сантиметров, которая выдает 80 лошадиных сил максимальной мощности на 9 тысячах оборотов в минуту и 70 ньютон-метров крутящего момента на 6,5 тысячах. Средний расход топлива 4 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. Сниженная масса всего 206 кг. Подвески имеют просто сумасшедшие хода, 240 мм спереди и сзади. В Италии цена стартует от 12 тысяч евро. Ducati Desert X, который оснащается двигателем L-Twin Testostretta с жидкостным охлаждением, позаимствованным у Ducati Monster и Multistrada V2. Он имеет объем 937 кубических сантиметров и выдает 110 лошадиных сил максимальной мощности и 92 ньютон-метра крутящего момента. В сниженном состоянии Desert X весит 223 кг. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 21 литр. Однако как доп-опция предлагается и дополнительный 8-литровый бак в хвосте мотоцикла. Ход подвески 230 мм спереди и 220 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. Официальная цена в Италии от 17 тысяч евро. KTM 890 Adventure R, сердцем которого является 889-кубовая рядная двойка, выдающая 105 лошадиных сил максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту и 100 ньютон-метров крутящего момента, доступные в полном объеме уже на 6500 оборотов в минуту. Средний заявленный расход топлива составляет 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Вес в снаряженном состоянии 218 кг. Подвески VP имеют ход по 240 мм. Высота по седлу 880 мм. Минимальная официальная цена 17 400 евро. Tiger 900 Rally Pro, который обладает отличным комфортом и впечатляющей проходимостью. Британец оснащается 888-кубовым трехцилиндровым двигателем с Т-образным кривошипом, который выдает 95 лошадиных сил максимальной мощности и 87 ньютон-метров крутящего момента.
От 0 до сотни Tiger 900 Pro разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. В сниженном состоянии мотоцикл весит 220 кг. Хода подвесок спереди 240, сзади 230 мм. Высота по седлу регулируется от 850 до 870 мм. Минимальная официальная цена у себя на родине 14 200 фунтов стерлингов. Это сейчас почти 18 тысяч долларов. Suzuki V-Strom 800DE, который расширил линейку туристических эндуро компании в 2023 году. Сердцем мотоцикла является 776-кубовый двухцилиндровый рядный двигатель, который выдает 84 лошадиные силы и 78 Нм крутящего момента. Главной особенностью мотора является применение коленвала с шейками 270 градусов, который наделяет его особым звучанием и характеристикой, похожей на работу V-Twin. Заявленный расход топлива 4,4 литра на 100 км, бак вмещает 20 литров, сниженная масса 230 кг, высота по седлу 855 мм. Официальная цена в Японии 1 320 000 йен, это сейчас 9 тысяч долларов. Honda XL750 Transalp. Новый турендуро компании имеет рядный двухцилиндровый двигатель с коленвалом 270 градусов жидкостного охлаждения объемом 755 кубических сантиметров, который выдает 92 лошадиные силы максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 75 ньютон-метров крутящего момента на 7250 оборотов в минуту. Средний заявленный расход топлива 4,3 литра. Бак вмещает 17 литров. Высота по седлу 850 мм. В сниженном состоянии мотоцикл весит 208 кг. Цена на официальном сайте от 12 тысяч долларов. Цена на официальном сайте 1 265 000 йен. Это 8650 долларов. BMW F850 GS Adventure. Его сердцем является рядная двойка объемом 853 кубических сантиметра, которая выдает 95 лошадиных сил максимальной мощности и 92 ньютон-метра крутящего момента. По заявлению производителя, средний расход топлива составляет 4,2 литра на 100 км. Бак вмещает аж 23 литра. В сниженном состоянии мотоцикл весит приличные 244 кг. Высота по седлу 875 мм. Официальная цена в Германии от 14 100 евро. CF-Moto 800 MT Touring. Китаец оснащается рядно 799-кубовой двойкой жидкостного охлаждения, которая досталась ему от старого KTM 790 Adventure. Этот двигатель, кстати, собирался для KTM в Китае. Силовая установка выдает 95 лошадиных сил максимальной мощности и 75 ньютон-метров крутящего момента. Средний заявленный расход топлива составляет 5,5 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Снаряженная масса 231 кг. Цена от 13 тысяч долларов, а в России от 1 200 000 рублей. Теперь переходим к младшим представителям этого класса. На счет у нас одна из нашумевших новинок от итальянской компании MV Agusta Lucky Explorer 5.5, которая оснащается двухцилиндровым рядным двигателем объемом 554 кубических сантиметра и коленвалом 270 градусов китайского производства от компании Quanzhang. Он выдает 47 лошадиных сил максимальной мощности и 51 ньютон-метр крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 3,8 литра на 100 км. Максимальная скорость 180 км в час. Цена не объявлена. Далее идет полная, но уменьшенная китайская копия Honda Africa Twin Kowi ADV 500, он же Daihatsu 500 GS ADV. Его сердцем является 471-кубовый двигатель Longchin KE 500,
который также является клоном хондовской 500-кубовой рядной двойки. Он выдает 48 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Средний заявленный расход топлива около 4 литров на 100 км. При этом Кове ADV 500 имеет целых два топливных бака. Один находится на привычном месте и имеет объем 23 литра, а второй находится в хвосте мотоцикла и вмещает еще 17,3 литра. Общий объем в 40,3 литра позволяет по официальной информации производителя проехать расстояние от 1000 до 1200 км. Переключение между независимыми друг от друга баками с отдельными бензонасосами осуществляется одной кнопкой при заведенном мотоцикле. Как вам такой Китай? В России за него просят 700 тысяч рублей. Honda CB500X. Именно двигатель этой модели копируют китайские производители в этом классе. Это рядная двойка жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр, который выдает 47 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до сотни 5,5 секунд, максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 3,5 литра на 100 км. Снаряженная масса 199 кг. Бак вмещает 17,7 литра. Цена в США $7300. В Японии продается Honda CB400X по цене в 858 тысяч йен. Это примерно около $6000. RVM 500 by Yava Adventure. Эта Yava является копией китайского мотоцикла Tekken 500, продаваемого аргентинской компанией RVM. Он, кстати, продается и под многими другими китайскими брендами. Здесь стоит полная копия двигателя CB500X. Это рядная двойка жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр, который выдает немного меньше мощности, чем японец. 44 лошадиные силы и 40 ньютон-метров крутящего момента. Заявленный расход топлива 4,2 литра, сухой вес 206 кг, плюс 20-литровый бак. Цена на официальном сайте не указана. QG Motor SRT-X. Именно 554-кубовая рядная двойка этого китайского тур-эндуро переехала на BMW Agusta Lucky Explorer 5.5, а потому имеет те же самые характеристики, а именно 47 лошадиных сил и 51 ньютон-метр крутящего момента. SRT-500X в снаряженном состоянии весит 235 кг. Бак вмещает 19,5 литров топлива. Он может похвастать передней перевернутой вилкой Каяба, проскальзывающим сцеплением, полностью светодиодным освещением и полноцветным TFT-дисплеем. Цена на официальном сайте также не указана. Vogue 500 DSX Adventure от китайского производителя, который находится под крылом гиганта Longchin. Он оснащается уже знакомой 471-кубовой двойкой, выдающей те же показатели, что и CB500X, а именно 47 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 188 кг, плюс 17-литровый бак. Дорожный просвет мотоцикла 190 мм, высота по седлу 820 мм. Главным отличием Adventure от обычной версии являются кофры, позволяющие уместить все необходимые вещи для путешествия. Цена на официальном российском сайте 650 тысяч рублей.
Benelli TRK 502X. Этот мотоцикл весьма популярен в Европе. Он оснащается 500-кубовой рядной двойкой, которая выдает 47 лошадиных сил и 46 ньютон-метров крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Сниженная масса 235 кг. Высота по седлу 860 мм. Дорожный просвет 210 мм. Напомню, Benelli принадлежит вышеупомянутой компании QG Motor. Цена в России 880 тысяч рублей. Royal Enfield Chameleon, что в переводе гималайский. Этот флагманский адвенчер компании имеет уникальный дизайн и всесторонние возможности, которые делают его одним из самых продаваемых мотоциклов Royal Enfield. Он оснащается одноцилиндровым 411-кубовым двигателем с воздушным охлаждением и впрыском топлива, который выдает скромные 24 лошадиные силы и 32 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса 199 кг, высота по седлу 840 мм, бак вмещает 15 литров. Цена в Индии 220 тысяч рупий, это $2700, в Европе 5200 евро. KTM 390 Adventure также обладает одноцилиндровым двигателем, правда жидкостного охлаждения и объемом 373 кубических сантиметра, который выдает 44 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Он имеет 2 распредвала, 4 клапана и электронный впрыск топлива. Средний заявленный расход 3,4 литра на 100 км, сухая масса 158 кг, плюс 14-литровый бак, высота по седлу 855 мм. Дорожный просвет 200 мм. Официальная минимальная цена 7700 евро. Sinis Terrain 380. Sinis является британской фирмой, которая продает бюджетные мотоциклы. Terrain 380, как и другие модели Sinis, производятся в Китае и по факту являются ребрендингом модели Zongshen RX3S. Его рядно 380-кубовая двойка выдает 36 лошадиных сил и 35 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 199 кг. Бак вмещает 18 литров, высота по седлу 818 мм. Максимальная скорость 150 км в час. Цена не указана. Я думал, кем закончить выпуск, одноцилиндровым BMW G310 GS или Kawasaki Versys X300. Однако последний оказался поинтереснее. Бюджетный туристический эндуро от Kawasaki оснащается двигателем от городского спортбайка Kawasaki Ninja 300. Это рядная 296-кубовая двойка жидкостного охлаждения, которая выдает 40 лошадиных сил мощности и 26 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 175 кг. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра. Бак вмещает 17 литров. Высота по седлу 845 мм, дорожный просвет 180 мм. Максимальная скорость 170 км в час. Цена в США $5900, а в Японии по цене в $5000 продается версия Versys X250.